Привет из Индии! С вами Вадьямо. Смотрите сегодня. Мы сходим на экскурсию в настоящую индийскую школу в штате Раджастан, увидим учеников и преподавателей за работой, а еще побеседуем с владельцем и директором этой школы, моим другом Махешем. Поехали! Городок Катпутли в индийском штате Раджастан, школа Green Valley. Я приехал сюда в гости к своему другу Махешу. Образование в Индии, которое уже обогнало по населению Китай, очень важный фактор для достижения успеха в жизни. Поэтому даже в таких маленьких городках популярны частные платные школы с более качественным образованием, нежели в государственных. Давайте зайдем внутрь. Налево учительская. Тут Махеш приветствует меня традиционным местным головным убором. Здесь же его директорский кабинет. Hey, nice to see you, bro. Nice to see you. Yeah, so this is your office. Yeah, this is my office. We're here in Kotputli, Rajasthan, India. My first time in India. Я впервые в Индии, и это мой индийский друг Махеш. Mahesh. Hi. Мы познакомились в прошлом году в Кыргызстане, и он пригласил меня к себе в гости. Сначала я подумал, что это шутка, но он сказал, что сможет даже устроить мне концерт. И вот я здесь, в школе Green Valley в городке Катпутли. Green Valley School, Kotputli, that Тут нас прервала делегация из учениц, которые сами пришли к Махешу втайне от своих родителей, чтобы попросить скидку на оплату своей учебы. Такие маленькие и уже такие деловые. Продолжим нашу экскурсию. Туда наверх в классы мы отправимся буквально через минуту. А пока я покажу вам квартиру Махеша, где он живет с женой, 2 детьми и своей мамой. Hello, good morning. Да-да, он живет прямо тут, в здании школы. И он очень извинялся за то, что его дом выглядит очень скромно. Ведь все деньги сейчас он вкладывает в развитие школы. Hello. Good morning. Our beautiful dresses. Это прихожая. По традиции на самом верху располагаются портреты родителей. А вот моя комната на ближайшую неделю. Здесь даже есть своя отдельная ванная с горячей водой, правда без общего смесителя. Видимо, наследие традиций британского колониализма. Холодную и горячую воду приходится из разных кранов смешивать в ведре и выливать его на себя. Махеш закончил беседу с ученицами, теперь зовет нас посмотреть классы. Заходим в первую попавшуюся дверь. Директору можно и прервать урок, чтобы мы поздоровались с детками. И это, как всегда, мило, столько радости. Okay. Well, it's good that a lot of people want to get educated, right? Тут у ребят контрольная, не будем их отвлекать. А вот местный школьный санузел. Заходим поздороваться в следующий класс. Hey guys. Hey. Okay. И еще в один. Махеш, расскажи, как и почему ты решил открыть школу? Я просто хотел сделать что-то хорошее для общества в своей стране. В Катпутли, конечно, есть школы, но уровень обучения разговорному английскому языку в них оставляет желать лучшего. Я начинал в 2011 году и увидел, что средний уровень языка у учащихся школ был очень низким. Поэтому я захотел сделать школу, где ученики могли бы владеть разговорным английским в достаточно хорошей степени. То есть твоя главная мотивация — это сделать свою страну и людей в ней лучше и образованнее. Это здорово.
А вот мы наткнулись на уникума. Это местный гений, который не ходит на занятия, а живет прямо тут в специальной комнате. Тут он днями напролет самостоятельно учится и здесь же спит. Извини, что отвлекаем. В каком предмете ты наиболее силен? Математика. Да, он математический гений. Приятно познакомиться. Надеюсь увидеть тебя по ТВ на церемонии получения Нобелевской премии, например. Хотя по математике ее не дают. Если верить легенде, жена Нобеля сбежала от него к математику. Паренек, кстати, входит в топ-100 лучших учеников по всей Индии. Ну, не будем его больше отвлекать. А вот урок математики для самых маленьких. Махеш знает каждого ученика лично, и с каждым ему есть о чем поговорить. Махеш, сегодня я разговаривал с твоим братом. Он доктор, и у него есть своя частная клиника. Я спросил его, насколько тяжело и много нужно учиться в Индии, чтобы получить диплом врача. Он сказал, что это довольно сложно, ведь в стране большая конкуренция. То же самое я видел в Китае с его огромным населением. И для многих людей жизненно важно получить образование. И я лично видел, что ученики твоей школы прекрасно говорят по-английски. Вчера у нас была встреча, где они задавали мне вопросы, и я очень боялся, что не смогу понять их произношение. Но все было идеально, и я понял каждое слово. Поднимаемся на самый верхний этаж. Тут актовый зал. А здесь кровати для той части учеников, которые приехали издалека и остаются жить в школе с понедельника по пятницу. Опять же, к слову о важности образования в Индии. Родители готовы отправлять их на учебу и видеть только на выходных. А вот что-то типа продленной группы для самых маленьких. Заходим поздороваться еще в пару классных комнат. Такие милые. Say hi. Okay. А теперь поднимаемся на крышу. Оказывается, там местная кухня. Тут хранятся продукты и работают повара, которые готовят обеды для учеников. Санитарные условия для нас здесь, конечно, непривычные, но для Индии это не страшно. В конце концов, за 3 недели я ни разу не отравился. Может быть, конечно, потому что я мясо не ем. Вот стандартные местные продукты. Рис, макаронные изделия, иногда картофель, другие овощи, например, капуста. А вот специи, которые тут применяют постоянно. Лаймы, перец и лук, обязательно именно красный. И, конечно же, традиционные лепешки чапати. А это я даже не знаю что. Махеш был очень расстроен. Он не поднимался сюда уже пару недель и был удивлен, увидев, какой тут сейчас беспорядок. Он вызвал наверх рабочих, ответственных за кухню, и устроил им настоящий разнос с тирадами на повышенных тонах и эмоциональной жестикуляцией. Мне, кстати, многие индусы по манере общаться и одеваться напоминали ни много ни мало итальянцев. Как я уже сказал, Махеш вкладывает все деньги в развитие своего школьного бизнеса. Вот, например, соседнее старое здание школы сейчас сносят, чтобы построить новое для расширения учебных помещений. So there were classes? Yeah. Okay, and now it's being destroyed? Destroyed. Because Okay. it's no use. Okay. А вот школьный микроавтобус. Помимо него в школе есть еще 8 больших автобусов, каждое утро привозящих учеников на учебу из близлежащих районов. А вот огромная сцена и зрительный зал за школой. Тут послезавтра пройдет грандиозный праздник школы, на котором выступлю и я. Ожидается около 2000 гостей. Завтра у Махеша полно дел, нужно успеть все подготовить. Поэтому я использую этот свободный денек, чтобы съездить в Джайпур, столицу штата Раджастан и один из самых красивых городов Индии. Смотрите рассказ об этом в следующем видео. Поставьте этому видео лайк, оставьте комментарий, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить мои новые видео. До встречи в Индии!